библиотеки. Итак, это cs50. Меня зовут Дэвид Меллен, и это вступление в программирование на Python, и это наше занятие по библиотекам. Так, библиотеки в целом файлы кода, которые написали другие люди, которые вы можете использовать в вашей программе. Библиотеки — это файлы кода, которые вы можете использовать в своих же программах, или другие пользователи могут использовать их. Итак, библиотеки абсолютно насчет этой идеи. Итак, начинается они с того, что называется модулем. Итак, модуль в Python это тоже называется библиотекой, которая включает один или больше функций, которые включены в нее. Итак, идея в том, чтобы переиспользовать код. Если вы заметили, что вы копируете и вставляете с старого проекта в новый проект, то у вас есть возможность вычленить эти файлы с кодом и поместить ее в библиотеку и загрузить ее после этого. Так, чтобы не заниматься копипейстом. Итак, Python идет с помощью библиотеки, которая называется random или random. Если вы получаете Python, вы получаете большую пачку модулей вместе с ним. Print и input и другие функции просто работают в Python. Но иногда функции вычленены в модуле. Таким образом, вы должны сначала загрузить их. Таким образом, где-то на жестком диске, после того, как вы установили Python, находится библиотека random.py, которую кто-то написал давно назад, и вы можете просто переиспользовать ее, чтобы делать что-либо случайным образом. Например, как вы будете подбрасывать монетку в программе Python и так далее, или получить случайное значение от единицы до 10. Итак, таким образом, намного проще переиспользовать уже существующую библиотеку, чтобы вы сфокусировались только на проблеме, которую вы сами хотите решить. Итак, официальная документация по рандому находится по этому URL. Внутри документации вы видите список функций, которые модуль поставляет. Но как нам загрузить модуль в нашу программу таким образом, чтобы мы могли использовать ее функции? Для этого нам нужно новое ключевое слово, называется import, которое позволяет импортировать контент функций какого-либо модуля в Python. Как я буду использовать это на практике? Позвольте мне использовать следующую функцию. Я скопировал ее из документации. Функция называется choice. Таким образом, функция находится в модуле random. И в целом документация в таком случае документация говорит нам следующее. У нас есть параметр seq for sequence, который представляет собой нечто, что является, например, списком. И как мне ее использовать, чтобы решить какую-либо проблему? Позвольте мне открыть VS Code здесь и решить проблему подброса монетки, который будет представлять орел или решку с вероятностью 50 на 50. 50% вероятности на орел и 50% вероятности на решку. Орла и на решку 50%. Итак, создам новый файл generate.py. Сначала мне надо импортировать random библиотеку. Первой строкой в моем коде будет import random. И это дает мне доступ к библиотекам. Теперь я могу написать random.choice как в документации. После этого он получает sequence, последовательность. Например, список. Мы использовали списки до этого, чтобы итерировать между студентами Хогвартса или цифрами.
Итак, у нас здесь будет только два варианта heads и tails. Орел или решка. Заметен синтакс. У меня есть heads and tail и tails в кавычках, потому что это строки. Между ними запятая, это означает, что у нас список из двух элементов. И у нас есть квадратные скобки слева и справа, обозначающие, что это список. И в конце у нас есть фигурные обычные скобки, которые говорят о том, что мы передаем этот параметр в функцию choice. Здесь я определяю, какому модулю принадлежит эта функция, поэтому я пишу random.choice. Так, давайте подбросим монетку. И вот что делает random.choice. Он берет список и выбирает один из вариантов рандомно, с равной вероятностью. Если бы у меня было 3 элемента, то была бы вероятность 33%. Итак, я присваиваю то, что у нас вернет эта функция переменной coin. Что-либо там не находилось, орел или решка. И теперь давайте напечатаем значение этой строки coin. Итак, теперь я запущу эту программу в терминальном окне. Итак, у нас орел. Еще раз подбросим, у нас опять орел. Может, третий раз. Что здесь будет? Может, потому что здесь баг, но это вероятность. И третий раз ура. Это решка. И опять решка, и опять решка, и опять решка, и опять орел. Мы можем делать это бесконечное число раз, и в конце концов это будет 50 на 50. Но это так, как вероятность работает. Итак, могу ли я улучшить это? Могу ли я выполнить это иным способом? Итак, я могу использовать ключевое слово from, которое позволяет нам импортировать функции из модуля, но быть чуть более специфичным. Итак, мы можем увидеть, что технически я здесь импортирую все из модуля random. Не только функцию choice, но другие функции также. Вместо того, чтобы использовать эту функцию, вместо того, чтобы использовать эту строку кода, я могу, кстати говоря, плохая сторона этого, то, что мне приходится каждый раз печатать random.choice и так далее. Чтобы вызвать эту функцию choice просто по имени, я могу это сделать также. Для этого я напишу from random import choice. И что это делает? Это загружает функцию под названием choice из текущего namespace. В текущий namespace, точнее. Теперь я могу просто избавиться от слова random, привязав функцию choice, и просто написать choice. Итак, это может быть плохо в каких случаях, как вы думаете? Что будет лучше? Как вы считаете? Hello, I'm Mohammed Omar from Egypt. Maybe if we have a variable that its name is basically like choice, if I have a variable called the choice, so I need to differentiate which choice I choose, so I'm gonna choose random.choice. Итак, если я использую первый подход, я уверен, что весь ее контекст ассоциирован с скопом модуля random. И я могу использовать любую функцию свою, choice, например, или переменную, без коллизии. В старых языках была такая проблема, когда вы импортировали какую-либо библиотеку, вы лучше надеетесь, что ничто не будет коллизировать. Но Python и другие языки
использовать scope, чтобы определить модуль, к которому она пришла. Но это хорошая идея, хорошая штука. Но, очевидно, это очень простая программа. Может быть, если я использую random choice в многих местах, писать random.choice позволит мне увеличить мой код, что не очень хорошая штука. И очевидно, что здесь нет одного подхода, который лучше другого. Мы будем исходить из контекста. В данном случае мы ставим random, чтобы оставить все в скопе этого модуля. Итак, есть также функция randint, которая позволяет выбрать число между a и b включительно. Например, между единицей и 10. Вероятность будет 10% на каждое из чисел. Так, что я могу здесь сделать? Как насчет генерировать случайные значения от 1 до 10? Так, давайте позволим компьютеру сделать именно это. Я удалю здесь эти две строки в начале. Я напишу number равно random.randint, и a будет равно единице, b будет равно 10. И теперь напечатаем значение. Я перейду в терминальное окно и запущу программу 4. Снова 8. Еще раз 9. Еще раз 7. Еще раз 10. Еще раз 2. Еще раз 5. Мы можем делать это с утра до вечера. Но закончится это вероятностью 10% на каждое. Может, мы играем в игру, которая позволяет нам угадать что-либо. Можете представить, что у нас достаточно простые кирпичики для построения нашей программы. И мы позволяем Python сделать генерацию этих чисел и составить всю математику за нас. Также есть замечательная функция, которая называется shuffle. В том же модуле вы увидите, что он берет список, например, и просто перемешивает его, рандомирует его. Например, стопку карт. Как я буду использовать это? Итак, позвольте мне вернуться в VS Code здесь и в этот раз сделать следующее. Потому что мне надо перемешать что-либо, например, карты. Я создам переменную карту. И здесь создам просто карты. Я создам их только 3 здесь. Валет, дама и король. Я просто хочу перемешать их. Я не буду писать здесь все 54 карты. Итак, если вы почитаете документацию для random.shuffle, вы увидите, что он перемешивает аргумент на месте. Вместо того, чтобы возвращать новые в начале переменные, он именно перемешивает переменные, которые мы дали ему, в отличие от многих функций, которые мы использовали до этого. Итак, random shuffle, и после этого мы передаем переменную, которая содержит карты. Итак, после этого я могу написать print cards, и я увижу список, который печатает Python вместе с квадратными скобками и запятыми, но я хочу сделать это своим способом, одной строкой для каждой карты. Я сделаю это таким образом: for card and cards, print card. На строке 3 я определил карты в виде валет, дама, король. Потом я их перемешиваю. Потом на строке 5 и 6 я вывожу значение из колоды карт по одному. А также запускаем generate.py, и теперь королева, король, валет. Очевидно, перемешаны, потому что это не то, что я определил. Так, давайте запустим еще раз.
валет, дама, король. Еще раз. Опять валет, дама, король. Опять валет, дама, король. Итак, королева, валет, король. Дама, валет, король. Итак, у нас есть сейчас три способа генерировать случайную информацию. И, используя шаффл, мы можем также перемешивать списки, не только получать случайные значения. Позвольте мне остановиться здесь и спросить, если у вас какие-либо вопросы по этим трем функциям. Можем ли мы увеличить вероятность выпадения той или иной карты? Можно ли установить вероятность? Не используйте же функции, но можете имплементировать свои собственные функции, либо использовать те же функции с того же random модуля, более сложные, чтобы сделать то же самое. Эти функции не позволяют вам сделать это. Но с помощью других функций вы можете это сделать. Итак, у нас есть также библиотека статистики, которая позволяет нам определить медианы, средние значения и так далее. Как мы будем использовать его? Мы сначала можем смотреть на документацию, как для любого другого модуля, и внутри этого мы видим кучу функций. Let me go ahead and in VS Code in my terminal window open up a new file called average.py, and at the top of this Позвольте мне создать новый файл, который называется average.py. Теперь я импортирую модуль statistics. И теперь я могу вызвать функцию, которую я знаю существует в этом модуле, который называется min. И эта функция находит среднее значение списка переменных, списка значений. Итак, я, например, хочу определить среднее значение по моим тестам. За первый тест я получил 100, потом 90. And outside of those are the parentheses, because of course this is now the argument I'm passing to the function called mean, and this function mean is in the module called statistics. Well, it's not that interesting to just calculate the mean if I don't actually see what it is. So let me additionally pass the return value of that mean function. Точнее, сразу же напечатаем значение, которое мы получим. Итак, запускаем average.py и видим, что средний 95, как мы могли ожидать. Итак, разница здесь в том, что я использую разные модули. В этот раз я использую модуль статистики, который называется min, и функцию из него, которая называется min. Так, есть другие модули в Python, которые называются, например, позволяют нам работать с command line аргументами командной строки. Это не только в Python, но и в других языках программирования позволяет нам передавать аргументы в программу, когда мы запускаем ее. Например, мы можем писать python hello.py, и после этого я ни разу еще не запускал никакие программы ни с какими параметрами после названия программы, но я могу это сделать. Вы можете написать любое количество слов, чисел или фраз, которые перейдут
в input для нашей программы. Так, что это означает для нас? Позвольте мне вернуться в VS Code здесь и предложить вам посмотреть, как мы можем использовать это. Например, позвольте мне написать программу name.py, которая будет брать значение из командной строки. Как я буду делать это? Для этого я буду использовать модуль, который называется cs, который относится к системным вызовам, и документация для него находится по этому углу. Так, оказывается, в модуле cs есть переменная, которая магическим образом существует для вас, называется argv, которая обозначает аргумент вектор и содержит все, что пользователь ввел после того, как запустил программу. cs.argv. Эта переменная является списком, который обозначает, что первым элементом будет первое слово, которое вы напечатали, второе и так далее. Так, что значит для нас? У нас здесь новый таб, который называется name.py, и внутри мы импортируем модуль sys. Итак, давайте вот что сделаем. Вместо того, чтобы печатать hello world, который все это время смотрел только на вводимое слово, которое пользователь ввел через функцию input. Давайте в этот раз посмотрим, что мы можем сделать через командную строку. Например, я хотел бы напечатать стикеры для людей, которые бы гласили: «Привет, меня зовут Дэвид». Итак, давайте напечатаем hello, my name is, закрывающая скобка, и после этого я бы обычно написал значение функции input, но сейчас я напишу sys argv и в квадратных скобках единицы. Вот и все. Итак, заметьте, что cis.argv — это список. В квадратных скобках мы используем индекс элемента, который мы бы хотели получить. Так, позвольте мне запустить Python name.py. И в этот раз я напишу в программе, что является моим именем. Итак, я напишу Дэвид, разделенный пробелом с названием файла, и запускаю и вижу: «Привет, меня зовут Дэвид». Так, основываясь на этой демонстрации, я могу определить, что у нас происходит здесь. Так, давайте посмотрим. sys.argv. У меня есть в квадратных скобках единица. Она сохраняет DAVID, Дэвид. Но в прошлом, когда мы смотрели на циклы, мы видели, что они начинаются с нуля. Следующий элемент начинается... следующий элемент — это единица, следующий элемент — это 2 и так далее. Но здесь мы видим, что мы используем элемент 1. Разрешите мне спросить, что, вероятно, находится в sys.argv 0, который является нулевым элементом? Я думаю, что это как в C название программы. Очевидно, это как в C название программы. Вы увидите, что я напечатал Python. Это название моего интерпретатора. Но после этого я напечатал name.py, как я делал множество раз.
И по конвенции в cs.argv 0 название файла, который я запускаю, после этого может быть использовано любое количество слов, которые вы напечатали. Итак, если я не напечатаю ничего здесь, что может случиться? Это может быть наивно с моей точки зрения, считать, что программа выполнится успешно. Давайте я ничего не напечатаю сейчас. Я, например, даже не знаю, что вы не хотите мое имя знать. Итак, опс, у нас здесь ошибка. Exception. В этот раз это index error, который говорит о том, что list index out of range. Это, возможно, наиболее частая ошибка в программировании, когда мы используем списки или массивы или так далее, когда мы пытаемся доступиться до чего-либо, что не существует в этом объекте, который является списком значений. И здесь мы надеемся, что что-то находится на месте значения 1, но там ничего нет. Если мы пофиксим это, введя 0, мы увидим следующий вывод. Hello, my name is name.py. Так что фикс это не исправление единицы на 0. Как еще я могу обработать эту ошибку? Что я должен сделать, если пользователь, например, не знает, что он должен вводить единицу, вводить имя? Мы можем обработать исключения, например, если ничего нету на месте значения единицы, мы можем сказать пользователю, что он должен ввести имя. Если я упрощу то, что было выше сказано, мы можем попробовать выполнить эту строчку кода, в противном случае обработать это исключение. Ну, конечно, если вы прочитаете документацию, вы сами, у вас у самих будет привычка обрабатывать исключения. Давайте я попробую сделать это сейчас. Я сейчас попробую, напишу try, выполнить эту строку кода. В противном случае, если у нас есть индекс error, я напечатаю too few arguments, слишком мало аргументов. Я могу быть более многословным, чем это, но на данный момент это будет хватать. Итак, давайте посмотрим, что произойдет, если я запущу эту программу. Python name.py, too few arguments, слишком мало аргументов. Итак, напишем мое имя. Hello, my name is David. Итак, это работает. Но, строго говоря, не надо пытаться сделать это. Я могу быть более защищаемым, запуская этот код. Я могу, например, я могу удалить эти две строки кода, удалить try. И как насчет того, чтобы вместо этого использовать условие, если количество аргументов меньше, чем 2 или равно единице. Ну, давайте напишем меньше 2. Мы можем напечатать слишком мало аргументов. На месте 0 будет название программы. Я хочу на месте 1 использовать имя пользователя. Если у нас слишком много аргументов, их больше, чем 2, мы так напишем, слишком много аргументов. И в противном случае, если у нас именно 2 аргумента, мы можем напечатать то, что я бы хотел. Итак, позвольте мне запустить программу. О, что-то пошло не так.
В этот раз это синтекс error. Синтекс error означает, что я напечатал что-то не так. И я должен исправить это. Итак, давайте посмотрим, что строка 4. И здесь очевидно, что я забыл закрыть кавычку. Давайте я запущу программу еще раз. Итак, слишком мало аргументов. Хорошо. Хорошо. Теперь я напишу Дэвид Майланд. Мое полное имя. Слишком много аргументов. Хорошо. Теперь я пишу просто Дэвид. И привет, меня зовут Дэвид. Итак, строго говоря, нам не нужно обрабатывать исключения, если мы знаем, что должно произойти. Если мы знаем, что что-то может пойти не так, мы можем обработать это сами. Написать тут слишком много или слишком мало документов, например. Давайте я остановлюсь здесь и спрошу, есть ли у нас какие-либо вопросы. Например, о том, как... У меня вопрос. Есть ли способ идти вперед, если, например, пользователь ввел полное имя? Конечно, вы можете это сделать. Позвольте мне предложить вернуться к этому, когда мы будем говорить про несколько имен. Ну, например, вместо того, чтобы печатать Дэвид Space Mellon, пробел Mellon, но если я, например, напишу кавычки, то Python будет знать, что это один аргумент. Нажму Enter, вся штука будет видна как мое имя. Ну, мы посмотрим еще внимательнее об этом дальше. Итак, еще вопросы? Можем ли мы использовать несколько else условий? Нет. Else — это то, что мы можем использовать единственный раз. Мы можем использовать несколько раз if, но else только один раз. Так, одна вещь, которая мне не нравится насчет этого кода, даже несмотря на то, что она верна, это то, что вся соль моей программы находится вот здесь вот в else. Но хорошая штука — это то, чтобы отделить обработку ошибок от основного кода. Только с дизайнерской точки зрения. Почему мне сам код, который я беспокоюсь, который меня заботит, не прятать за else условием? Я могу здесь написать такие вот комментарии. Какой баг я только что ввел здесь? Когда я убрал else условия, какой баг я только что ввел? Какая ошибка я здесь произвел? It's a name error. Даже несмотря на то, что я смотрю здесь эти аргументы, я все еще предполагаю, что оно существует. Допустим, я здесь введу без аргументов название нашей программы. Я увижу to few arguments,
Но также я вижу exception. But again, on line 10, I blindly proceed to still index into my list at location 1, which does not exist. So it turns out there's a better way to handle errors like this, especially if you're writing a program. Так, оказывается, есть лучший способ обрабатывать ошибки типа таких. Может, мы можем выйти сами из программы, если она не может продолжать свое выполнение. So let me go ahead and do this. Let me go ahead and remove my comments so as to focus only on the code here. Я удалю комментарии и предложу вам вместо того, чтобы печатать слишком мало аргументов, я буду использовать еще одну функцию, которая идет с модулем sys. Она называется sys.exit. И как нам подсказывает имя, она и делает именно это. Она просто уходит из программы. Почему это окей? Потому что если вы дали мне слишком мало аргументов, мне просто надо выйти из программы, я не могу ничего делать дальше. И то же самое, если у нас слишком много аргументов. И теперь я могу верить, что до тех пор, как мы доберемся до строки 8, мы сделали все проверки и вышли из программы, если мы не уверены в ней. Так, слишком мало аргументов, больше ничего не произошло. Так, Дэвид Меллон введем как аргумент, слишком много аргументов. Итак, наконец, просто Дэвид. Привет, меня зовут Дэвид. Итак, в sys мы видим две функциональности. Первая — это sys.argv. That can take different types of inputs, but if I pass it a string like this, it will indeed print that string for me and then exit from my program. И также sys.exit, который позволяет нам выйти из программы. Итак, вопросы. To be clear, all of this time, once Python gets to the bottom of your file, it's going to exit anyway, so I'm using sys.exit now just to make sure. Когда Python переходит в конец нашего файла, он выходит так или иначе. My question is about the sys.argv. So is that capable of accepting or taking multiple elements at once? Let's say, for example, Может ли sys.argv принимать несколько аргументов? Your age is say at the 6th index. Can I say sys.argv1 and another one for 6 to access what I just want? Is that possible for sys.argv? То есть вопрос в том, могу ли я использовать несколько аргументов sys.argv и потом использовать их в своей программе. Короткий ответ — да. Но проблема тут в том, что если у нас слишком много аргументов, и в данном случае на самом деле порядок имеет значение, pass in a bit more information textually that tells the program how you want to use it. So in short, what you're describing is possible. And let me do a small incarnation. Но если коротко отвечать, то, что вы предложили, возможно. And let's propose that we actually now want to support multiple values at the prompt. So there's going to be no such thing as too many arguments. Suppose that I want to generate name tags not just for David, but for David, for Carter, for Rongshin, for others in the group who all want their name tags as well. Допустим, сейчас мы хотим использовать несколько аргументов. Мы избавимся от этих двух строк кода, которые нам жаловались на слишком большое количество аргументов. И теперь я могу напечатать for_arg in sys.argv, напечатать hello, my name is arg. Итак, идея здесь та же самая. Я пробегаюсь по всем значениям из sys.argv
Arg у нас принимает значение из этого списка, и после этого мы просто печатаем hello, my name is и arg. Я могу использовать name, например, но arg вполне нормально название для этой переменной. Тем не менее, если я запущу программу, есть у нас здесь один баг. Даже если я напишу Дэвид и Картер и Ронгшин, я не получу 3 вывода. Вы помните почему? Это напечатает на самом деле 4 вывода различных, потому что у нас также будет название программы здесь. Как нам получить доступ не ко всем значениям argv, а только к некоторым? Нам нужен срез этих элементов. Для этого можем использовать slice. В коде это достаточно просто получить срез из списка. В конце мы можем использовать квадратные скобки, и в них мы можем указать начало и конец списка. Я хочу начать с единицы. Не с нуля, но с единицы. Я хочу идти до конца. Так что я не буду использовать второе значение, которое говорит нам о конце этого слайса, так называемого, среза, который мы хотим использовать. Это даст мне новый список. Давайте попробуем запустить это заново. Дэвид, Картер, Ронгшин. Сейчас, я надеюсь, это мне даст только 3 вывода. Так это и есть. Итак, используя достаточно простой синтаксис, мы можем получать не только значения в квадратных скобках, но также получать срезы из этого списка. Какие-либо вопросы сейчас по этой версии? Can we slice starting from the end of the argument vector? Можем ли мы делать срез с конца? Это может работать вот так. -1, например. И мы получим только 2 вывода. Так что если вы используете негативные отрицательные числа, это и получает эффект расчета с конца списка. Hi. So I remember very early on when we were talking about only having 2 decimal places in float value. Does this is that in the same vein? Like because we use the colon point to f. So is that the same thing then? Why would the f be included then in the point to f as opposed to here when you just have the numbers? A really good question, and it's just the short answer is that context matters. So there's only so many keys on our keyboard, and so we sometimes Предыдущий вопрос был про вывод чисел с точкой f и вывода 2 значений после запятой. Грубо говоря, вопрос был о том, касается ли этот вывод, касается ли это того же самого. Здесь мы используем также двоеточие. И ответ заключается в том, что в данном контексте двоеточие применяется совершенно для другого.
Allow me to propose now that we take things further and move away from using only those modules, those libraries that Python comes with, to talk about more generally packages that exist. Так, давайте сейчас поговорим о пакетах. Python достаточно популярен, потому что там так много пакетов третьих сторон разработчиков. Which is a module essentially that's implemented in a folder, not just a file, but a folder. But more generally, a package. Если модуль это файл, то package это папка. And gain access to even more functionality that other people have implemented for us. Now, one of the locations you can get all of these packages is called the Итак, одно из мест, где мы можем получать эти пакеты, это PyPI веб-сайт. На этом веб-сайте вы можете найти нужные пакеты. Now, there's a fun one out there that's a throwback to a command that's been around for years in command line environments called cowsay. Так что забавно, у Python есть такой пакет, который называется cowsay. На pypi.org есть документация для этого пакета. Но как нам получить пакет в нашу систему? Технически вы можете понять, как скачать файл, разархивировать это и получить его и поместить его в нужное место. Но на самом деле у Python есть пакетный менеджер, который называется pip. Он сейчас идет с Python в наше время, и он позволяет устанавливать пакеты на Mac, на PC или в облако, просто запустив команду. Давайте перейдем в VS Code и в терминальном окне напечатаем pip install cowsay. Итак, pip это команда, пакетный менеджер, и я хочу инсталлировать cowsay. Итак, после немного вывода мы удачно инсталлировали cowsay, этот пакет. Итак, теперь я создам новый файл, который называется cs50p. И здесь я импортирую cowsay, который я ожидаю, что уже установлен. Теперь я буду импортировать sys также, чтобы использовать аргументы командной строки, получить их от пользователя. Итак, я просто проверю, есть ли у нас аргументы. Если количество аргументов у нас для нашей программы равно 2, то я могу сделать следующее. Я выполню функцию cow в пакете cowsay. Я напишу hello, запятая, и как и в прошлом, я напечатаю sys argv1. На самом деле я могу ввести здесь только одну строку, поэтому я буду использовать плюс. Не так, как в принте, например, где я через запятую могу вводить аргументы. Итак, давайте посмотрим, что произойдет. Я увеличу размер терминального окна, запущу программу, введу Дэвид, и вот моя программа. Мы видим, что корова говорит что-либо на экране. В этом суть этого пакета. Это также известно как ASCII Art, когда мы с помощью символов печатаем что-либо на экране, что похоже на картинку. Но оказывается, у cowsay есть также другие функции, например, t-rex. И теперь, если я запущу программу, то давайте посмотрим, работает ли программа нужным образом, потому что я не напишу в этот раз свое имя, и ничего не произойдет.
let me go ahead and cooperate now. Say.py space David, and it's no longer a cow, Если я напишу Дэвид, то теперь я увижу тираннозавра Тирекса. Почему? Да, просто потому что. For us, it's demonstrative of a feature more generally here, namely being able to install these third-party packages and how you might do so in Python. Now, I'll leave this up on the screen for a moment and see if there's any questions. Так, я ставлю это на экране на момент и узнаю, есть ли у нас какие-либо вопросы. Really qualified to speak to just one of those. Hi, I've got two questions. It's a bit earlier than it's supposed to be. So the first question is the packages that you're calling to use in the program. Are they the same as, let's say, because I'm doing Java? Являются ли эти пакеты, которые вы вызываете, такие же, как, например, в Java? Когда вызываете класс функции, чтобы использовать функции в этом классе. И второй вопрос. Какой смысл использования аргументов командной строки, так как они не очень-то user-friendly, скажем так, чтобы использовать программу, так как пользователь не знает, что от него хотят. Итак, первый вопрос. Питонские пакеты похожи на пакеты в Java. Python поддерживает классы, мы увидим это позже. Насчет аргументов командной строки. Они, конечно, не очень user-friendly для большинства пользователей, но для тех, кто здесь, на самом деле это достаточно удобно. И больше людей, программируя, будет склоняться к тому, чтобы использовать их, вместо того, чтобы вручную вводить что-либо по запросу программу. Not a big deal, but I would argue that over time, you're going to get a little tired of that tedium, and you would much prefer to just automate the command again and again and again, especially with little conveniences like being able to hit up and down in your keyboard history so as to rerun those same commands. Также это касается автоматизации. Когда вы автоматизируете какие-либо процессы, вы будете использовать аргументы командной строки. Кроме того, вы можете использовать стрелочки вверх или вниз для перезапуска команд. И там же будет запуск вместе с аргументами. Чем дольше вы будете знакомиться с программированием, тем больше вы будете привыкать к таким вещам. Так, говорим об API-ах. API не что-то, что касается конкретно Python, но они относятся к сервисам third party, то есть которые написаны кем-то еще, и вы можете переиспользовать его. Вы, например, можете писать код, который прикидывается браузером, идет куда-либо к серверам и берет оттуда информацию. У Python есть модуль, который называется requests, и вы можете использовать его для этого.
Прошу прощения, не модуль, а пакет. Здесь вы видите ссылку на его документацию. Python is so popular, there's just so many solutions to problems that you and I have or are invariably going to have when we write projects of our own. There's just a really vibrant ecosystem, a really vibrant community of open source software that's that easy for us to install. Let me go back to my terminal window now. Это комьюнити достаточно большое, на самом деле вы можете найти пакеты для большинства ваших задач. Давайте установим request с помощью пипа. Я создам новый файл itunes.py. Оказывается, у Apple есть свой API, который он предоставляет для поиска песен и так далее. Позвольте мне открыть браузер и перейти по следующей ссылке. Now, I constructed this URL manually by reading the documentation for Apple's API, Application Programming Interface for iTunes. Я вручную создал такой URL, прочитав документацию iTunes, Apple API. Соответственно, я ищу Entity Song, я хочу только одну, поэтому я пишу limit 1. И что я ищу, это будет wizard. Если я нажму Enter, то я получу следующий файл, который сохранится на мой Mac. Итак, здесь есть фигурные скобки в начале и в конце. Здесь есть квадратные скобки, открывающие и закрывающие. И между ними большое количество строк и значений, которые по факту являются парами ключ-значения, что целиком является JSON, JavaScript Object Notation, так называемый. Он на самом деле language agnostic, что подразумевает, что он не только для JavaScript, но вы можете использовать его и для Python, и для других языков программирования. То есть на самом деле JSON не принадлежит какому-либо конкретному языку, несмотря на то, что изначально он был использован именно в JavaScript. И таким образом JSON хранит информацию об этом всем, ту, которую мы запросили. Now, of course, my browser, Chrome, is not something I wrote. I should actually write some Python code that perhaps pretends to be a browser to grab this. На самом деле, браузер Chrome — это не то, что я написал, но я могу написать программу, которая будет прикидываться браузером. The iTunes API and in turn Python to get information about any band that I might want. I'm going to go here and import first. Итак, здесь я первым делом импортирую request с библиотеку. После этого я импортирую библиотеку cis. И здесь я внесу некоторую проверку кода на ошибки, проверку ввода на ошибки. Таким образом, если у нас количество аргументов не равно 2, то мы сейчас просто выйдем из программы. Итак, теперь я могу использовать библиотеку requests, которая прикидывается веб-браузером. В этом месте у меня есть гарантия, что пользователь ввел не только название файла, но также и название группы, например, еще какой-либо аргумент командной строки. Здесь я пишу request get, и дальше URL,
которые я вводил до этого. До этого это был визор, но здесь я позволю пользователю в командной строке ввести артиста, исполнителя, который я бы хотел искать. Поэтому здесь я с помощью плюса прибавлю cs50p в квадратных скобках единица. Итак, было бы неплохо сохранить ответ от пользователя на сервере, ответ от сервера для пользователя. И чтобы понять, что сервер возвращает нам здесь, я просто распечатаю response JSON, который говорит нам о том, что данные, которые мы получаем от сервера, форматированы в виде JSON. Итак, позвольте сейчас мне запустить эту программу. Напишем визор. И все, что мы видим на экране, это то же самое, что мы видели до этого в текстовом файле. What indeed Apple's returning is technically a JSON response, JavaScript object notation, but Python, the Apple возвращает JSON, но request библиотека конвертирует ее в словарь. У нас здесь есть открывающая фигурная скобка, закрывающая фигурную скобку, то же самое для квадратных скобок. Ключ у нас в одинарных кавычках, но может быть также и в двойных, и значение после двоеточия. И здесь мы видим список данных. В Python есть другая библиотека JSON, которая позволяет нам манипулировать с данными JSON и позволяет нам также улучшить форматирование при печати. Давайте перейдем в VS Code опять. И временно мы импортируем эту библиотеку JSON, которая идет вместе с Python, и нам не нужно ее инсталлировать вместе с пипом. И здесь я напишу json.dumps. После этого этот ответ от сервера я передам этой функции. Pretty printing, nicely formatting on the screen the exact same information. And I know this from the documentation, having done this before. But I'd like things to be nicely indented, and according to the documentation, if I pass in a name чтобы все было у нас, чтобы у нас все было форматировано красиво, мы ведем indent 2. Давайте попробуем запустить программу заново. И теперь заметьте, что это все еще немного странновато выглядит, но теперь я могу читать это. У нас здесь есть все еще открывающая фигурная скобка, которая говорит о том, что это словарь в Python. Дальше ключи, также значение после двоеточия. Then the interesting part of this response is really the data itself. Notice in the results key here, there's only a results. Мы видим список, который начинается с квадратных скобок. И этот список содержит один словарь. Поэтому мы видим другую фигурную скобку здесь.
it is perfectly reasonable for a dictionary to be inside of another dictionary if the value of some key itself is another dictionary. So this is a common paradigm, and even though it might seem a Это bit вполне cryptic, нормально, it's что just something that allows us to associate more список keys with содержит more values. словарь Now, most of this или information больше I really don't словарей, care чем about. For один. instance, according to Apple, the unique identifier for Weezer is apparently 115,234. That might be useful if I'm making my own database and I want this to be searchable, but for today's purposes, all I care about is the name of the track, otherwise called track name as key. And the first song and only song, because we limited it to one Итак, that we здесь got back есть название from трека iTunes here, is the song that you might know by Weezer called или Say It Ain't So. песни, So now I have которая a bit of a называется Say If It my Ain't goal So. here is to implement a program called iTunes.py that doesn't just dump the response from the server, which is admittedly very cryptic, but to print out all of the songs that iTunes has for the band called Weezer, maybe I can iterate over this somehow. So let me backtrack. Here's the key called track name. It is inside of a Если бы я, dictionary например, хотел that вывести is только the название value песни, of results here. я бы сделал So how can I следующее. go about getting this? Well, let me go ahead and try this. Let me go ahead and Давайте shrink попробуем my вместе с terminal вами. window back down. And let me propose now for one final flourish, we don't just lazily print out the contents of that response, because that's not interesting or pretty for anyone. Let's do this. Let me go ahead and create a new variable, just for the sake of discussion, called O for object. And I'm going to go ahead and call O equals response.json, just to store Создам новую that JSON переменную, response которая specifically in a называется variable O called O, but I can name для it anything I объекта. want. And now I'm going to do this. И For теперь each здесь result in that object's key called results, go ahead and print для out всех that результатов result's track name. в этом объекте results Track name has a capital N. напечатать Results is all track lowercase. name. And let me rewind before we run the actual program. In line 8, we are making an HTTP request using Python to the Итак, server. на 8-й Just like you and I строке assume, мы type сделали URL into a запрос browser and hit к enter. This is the Python equivalent thereof. серверу. I am then on line 10, just grabbing from В that строке variable that 10 contains the я server's беру эту response, переменную, the которая JSON object вернул that I care about. The нам thing сервер between those curly braces at the very top and the bottom. со значениями, But которые because вернул we сервер. poked around, and because I read the documentation earlier, I know that that object has a key called results. And that Но я results знаю, что у statement is этого a объекта list. есть Now, at the ключ, moment, который that list называется contains only results. one song, Say It Ain't So, И because I results limited my это response список. to one. But even so, my loop will work. It's just going to iterate once, and each time through that loop, it's going to print the В current этом цикле я results. могу пройтись track по name. таким If I want to результатам make this even и more interesting, вывести let me change this limit now from 1 название to трека. 50, so I'll at least get back 50 track names instead. Let me go ahead now and Давайте increase the size я of my terminal once more. запущу And go программу ahead заново. now and run Python of iTunes.py, searching again for a band like Weezer. And here we go. And voila, Я there are вижу список из 50 50 songs песен, that iTunes потому что has до for этого я Weezer. If we scroll поменял back up to the top here, we'll see that the very first one there is поменял indeed Say It Ain't So, but now в we строке got запроса Undone, лимит на Song, 50. Buddy Holly, apparently another rendition of Say It Ain't So, perhaps from another album, another Buddy Holly, Undone, My Name is Jonas, and so forth. Questions now on this program, which Итак, integrates давайте Python послушаем ваши with a вопросы, real-world third-party потому что мы только что API. прошли. Yeah, hi. Can we use break instead of system.exit? Good question, but no. Break, Можем again, использовать is used to break break out вместо of того, things like чтобы loops, использовать like we saw sys.exit. earlier. Ответ Sys.exit is used нет. to break out of the whole Break program это чтобы выйти itself. из Use циклов, break for loops for а now, and use exit sys.exit чтобы to выйти из terminate the whole программы. program. Good question. Other questions now on this Еще program are вопросы? From where we bring the name of the key results? From where do we get the name of the key? Results itself. يعني can we change the results name? You cannot. So we could in our program. So the keys that come back in that JSON response, to be clear, come from Откуда мы берем, some engineer, some team of engineers откуда мы decided for us берем название all results keys would be called, including track для этого name, ключа? results, Можем ли мы его count, and поменять? everything Ответ else. нет, потому что это API, который предоставляется Apple. Мы не можем переименовать его. Мы должны использовать то, как это сделано у них. Еще вопрос. So, I have a question related to cs50p package. Like, yes.
So, sir, what sort of ASCII graphics is it capable of outputting? The Cowsay package. I would refer you to the URL in the slides earlier. Вопрос был про пакет Cowsay. И я, пожалуй, вас отправил бы по URL, который был до этого. Можете почитать документацию и посмотреть, что можно использовать в этом пакете. Позвольте мне посоветовать вам использовать документацию и посмотреть, что он может. Well, allow me to transition us back now to one final capability of Python, which is that you yourselves have the ability to make your own library. Up until now, we've been writing all of our functions in our one file, hello Py and everything since. And now that we've introduced modules in Python, like random, Итак, до этого мы использовали модули, которые были написаны другими людьми. Например, те, которые шли вместе с Python, либо были установлены с помощью пипа. Copying and pasting code you wrote into new programs because you have the same problem yet again. A good practice would be грубо говоря, хорошей практикой, если вы используете свой код снова и снова или копипастите его, сделать модуль или пакет для самого себя, чтобы переиспользовать его. Или даже вы могли бы загрузить его на PyPI, чтобы другие люди могли использовать его. Так, создадим файл sayings.py. Определим здесь функцию hello. Которая просто печатала привет и дальше имя. Также определим функцию goodbye, которая делает похожую вещь. Только говорит goodbye, а не привет. Так что протестировать все это дело я определю функцию main. Например, запущу hello world и goodbye world. Теперь мне нужно вызвать эту функцию main. Давайте запустим программу и посмотрим, что она выведет. Так, что и ожидалось. Hello world, goodbye world. But now suppose that I want to use these functions as though I've indeed created my own library, my own Python module that makes available a hello function for me or anyone else who wants to use it, or a goodbye function as well. Well, let me go ahead and open up again say.py, but start fresh. And rather than have the cow say anything, let me go ahead and have my own library do the talking. So I'm going to go ahead and, as before, import sys. Я буду импортировать sys. И из моего модуля saying я буду импортировать hello. Потому что я создал такой файл, я могу импортировать из него. And now I can do something like this. If the user obliges by giving me 2 command line arguments, which I can check by just checking the length of sys.argv, I'm going to then go ahead and call this new Итак, здесь я проверяю количество аргументов функции в нашей программе. И после этого я запускаю функцию hello с первым аргументом. По факту со вторым, но с аргументом под номером 1. Итак, запускаем. И что? Я вижу hello world, goodbye world и hello David. Почему это происходит? Оказывается, что даже несмотря на то, что я сделал все, как мы делали раньше, это не лучшая практика запускать main в конце.
Даже несмотря, что я импортирую только одну функцию, на строке 3 this effectively tells Python to go find that module, sayings.py, read it from top to bottom, left to right, and then import specifically the hello function. Unfortunately, by the time Python has read the file from top to bottom, к сожалению, Python читает весь файл целиком. И там будет запускаться main, несмотря ни на что. Мне нельзя тут запускать main просто без условий. Вместо этого я должен использовать следующее. Если name с нижним подчеркиванием в начале и в конце, двумя, равно main с нижними подчеркиваниями в начале и в конце, тоже двумя, тогда мы будем запускать этот main. Оказывается, что это переменная, которая на экране, специальные переменные, которые автоматически устанавливаются питоном, когда вы запускаете файл из командной строки. Так, смотрите, что случится сейчас, если я запущу... Не показывает экран, но если я запущу... вот теперь показывает. Если я запущу программу как и раньше, то она также сработает. Но заметьте, что name не будет установлено в main, если вместо этого я буду импортировать файл, как я делаю это здесь. It's going to ignore the call to main this time because it's wrapped in that conditional. In this case, when I'm importing a file and not running it directly at the command line, main will not get called. В данном случае, когда я импортирую файл, то main не будет вызвано, так как name с нижним подчеркиванием не будет равно main с нижним подчеркиванием. But because of that conditional, it's not going to say hello to anyone else except me in this case. Теперь программа добавит так, как мы ожидали. Как насчет запустить теперь программу с goodbye? Итак, goodbye world. Увидимся на следующей неделе.